Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую красивую повязку. Она вяжется в технике тунисского вязания. И потому получается вот такой красивый и необычный узор. Данную повязку я вязала на объем головы 42 сантиметра. Сейчас покажу ближе этот узор. Вот как он смотрится ближе. По обе стороны, как вы видите, мы провязали такими пышными столбиками, идет как две косы. И вот такая красивая повязка получается в технике тунисское вязание. Давайте ее вместе с вами свяжем. Для работы я буду использовать акриловую пряжу в 100 граммах 425 метров. И крючком буду вязать 3 миллиметра. Набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во вторую воздушную петлю от крючка начинаем набирать петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Вот что у нас получилось. Теперь провязываем эти петли таким образом. Провязали одну петлю. Далее провязываем 2 вместе, вот так. 2 петельки. Так, одну и вторую. И так довязываем до конца ряда. Вот что у нас получилось. Вот что получилось. Теперь вытягиваем немного петельку и будем провязывать не вот первым и вторым столбиком, а между 1, 2 и вот третьим. 1, 2 между вторым и третьим. Один, 2, 3, 4, 5, 6 накидов. Первую петельку пропускаем. Со второй набираем 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь между вот последней и предпоследней петелькой тоже начинаем набирать 6 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в последнюю
за последнюю петелечку набрали еще одну петлю. Вот что у нас получилось. Теперь вяжем в обратном направлении, провязываем одну петельку. И теперь нам нужно провязать 3 накида. Все закрепляем воздушной петлей. И теперь довязываем остальные 3 накида. Тоже закрепляем воздушной петлей. Теперь провязываем 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова нам нужно провязать 3 накида. Закрепляем все воздушной петлей. И теперь еще провязываем 2 накида. Вот одну петельку оставляем. И вот так завершаем ряд. Вот мы его провязали. Вяжем следующий ряд. Вытянули немного петельку. Теперь под воздушную петлю делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 накидов. Далее провязываем вот тоже 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Снова делаем накид и под воздушную петлю набираем 6 накидов. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И одну еще петелечку вот в крайнюю петельку за 2 половинки вот так захватываем. Набрали. Провязываем крайнюю петельку. Далее провязываем 3 накида. Так, провязали. Вот. Воздушную петлю сделали. И довязываем остальные 3 петельки. 3 накида, то есть. Провязали. Теперь вяжем 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова провязываем 3 накида. И закрепляем все воздушной петлей. И довязываем остальные 3 накида. Последняя петелька вот у нас остается. И вот так закрепляем. Вот мы провязали этот ряд. И так продолжаем вязать далее наши ряды до нужной вам длины. И связали нужную длину нам повязки. И теперь будем закрывать петли.
закрываем соединительными столбиками. И вот так под каждую петельку сверху заводим крючок и соединительной петлей закрываем все петли. И вот так до конца ряда. Там, где у нас пышные столбики, вот за один и за второй пышный столбик. И за последнюю петелечку тоже. Вот так. И закрыли петли. Теперь отрезаем нить подлиннее, так, чтобы можно было ней сшить повязку. Вот так. И вот такое полотно получилось. Я сложила данную повязку вот пополам. И сейчас показываю, сколько вот я провязала. Ну, получается до 22 сантиметров. Вот так. Теперь приступим к сборке повязки. И вот теперь разворачиваем вот так вот наизнанку повязку. Слаживаем две половинки пополам. И влаживаем вот одну в другую половинку. Так, хвостики все убираем. Так, пополам сложили. И вот так. Ниточка, которой мы будем сшивать, находится вот в середине. И теперь можно сшивать. Выводим иголку так на одну сторону. И теперь прокалываем вот за все половинки, за верхние петельки. И вот так теперь прошиваем. Одну и в другую сторону. И вот таким образом подхватываем каждую петельку и сшиваем. И вот когда сшили, разворачиваем. И вот какая красивая повязка у нас с вами получилась. Вот как она смотрится. Вот показываю ближе. Вот такой красивый результат у нас получился. Вот такая повязка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!